И всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о Telegram-боте Hamster King. У них тут вышло обновление, я еще о нем не рассказывал. Плюс дополнительно там еще у нас все скомкалось вместе. И теперь у нас появились дополнительные функции, дополнительные боссы, которых мы с вами проходим, локации и тому подобное. Но давайте все будем делать по порядку. Я до этого в своих роликах говорил, что у нас очки наши, влияние нашего с вами будет влиять на дальнейшую нашу игру. Что есть точка у нас отправная в 100 тысяч очков влияния. И вот я, получается, был прав, и у нас скоро появятся вот эти вот все штучки, которые нам будут открываться с достижением той или иной количества влияния. Помимо этого, у нас в недавнем обновлении вышли боссы. Боссы на каждом районе. Теперь у нас есть районный босс, который держит всю движуху на районе, и нам надо его как бы победить, этого босса. И вот мой босс уже на моем райончике повержен, получается, и я теперь могу продвигаться дальше. Если мы перейдем с вами на карту, то вот наши районы, которые нам теперь нужно. Во-первых, у нас здесь до этого появлялись обновления, что мы можем в каждом райончике исследовать его, да, получать слухи, там дополнительную информацию, да, вот они, собрать слухи, нажимаем, да, и кое-что за эту информацию пришлось заплатить, жаль, не тебе, то есть я уже опоздал. И вот так мы здесь собираем слухи с соседних районов, чтобы получить информацию о них. Вот. И теперь вот новый район, я как бы уже его исследовал, ну точнее открыл. И здесь уже есть тоже босс. Босс уже гораздо сильнее, чем в предыдущем районе, потому что это уже второй ему район. И соответственно здесь нам нужно уже более-менее сильнее прокачиваться, чтобы захватить и стать мощным на районе, самыми мощными пацанчиками. Давайте перейдем на ту локацию, мою первую. И получается, с этими обновлениями нам еще добавили новые функции в наших хомяках. Теперь, помимо того, что у нас есть разные банды, лапы анархии, да, там, золотые лапы и тому подобное, что нам сюда добавляли гладиаторов, нам сюда добавляли из ивента вот хомячков, уточек, с уточками, точнее, хомячков, сейчас, наконец, дали информацию, для чего вот эта криптобанда нам все-таки нужна. До этого она была просто универсальной, но чтобы ее прокачать, это надо было съесть, не знаю, ведро, сами знаете чего. Но теперь дали понять, что они теперь у нас, грубо говоря, поддержка. У нас появились хомяки новые, хомяки поддержки в каждой банде. И теперь у нас поддержка является еще и криптобанда. Что она делает, эта криптобанда поддержки? То есть, когда мы, допустим, давайте перейдем в ту же хомячью яму, начнем, допустим, хомячью яму. И вот смотрите, то есть у меня мои золотые лапы, да, они 64 тысячи мощи. И у меня 11, ну почти 12 тысяч мочи, вот, 12 тысяч мощи у меня, получается, криптобанда моя, она добавляет мощи к моим золотым лапам. Плюсом у меня еще золотые лапы 50% добавляются. Итого в совокупности, как проще это объяснить, это сейчас очень много воды лью, что какая у нас мощь есть у нашей банды, к ней добавляется мощь нашей криптобанды, и они тем самым, ну, грубо говоря, криптобанда на подмоге сзади там помогает нашим бандехам сражаться. То есть теперь каждой нашей банде добавляется еще и мощь криптобанды. Все, для этого нам и нужна криптобанда. Для этого мы прокачиваем, чтобы мощь наших других банд становилась все еще мощнее, мощнее, мощнее. И теперь они нам помогают проходить разные локации, то есть в наших зданиях, получается в хомячей яме, и с боссами сражаться тоже помогает. Но с боссами мы сражаемся всеми нашими бандехами, то есть собираемся большой толпой, чтобы отмудохать босса. Вот такие вот добавились новые функции. А в принципе стало гораздо интереснее, теперь появилось много всего нового и начинает задумываться уже, куда разорваться. Один из людей в комментариях мне писал о том, что сильно сложно, сильно заморочено, нафиг надо. Вот, но тогда мы немножечко выходим за грани телеграм-ботов.
это уже становится какая-то мини-ап игра, точнее даже, а не бот, в котором нам нужно просто кликать, да, не кликер, не тапалка, а уже становится полноценная игра, в которой нужно продумывать стратегию, думать, куда потратить свои ресурсы, а ресурсы у нас основные здесь это уже даже не крышки, потому что у меня их вот уже накопилась целая туча, да, и даже не наши инструменты и орехи, потому что мы их можем, в принципе, добыть нужное количество в любых из зданий, а наши салаги. Наш основной ресурс, грубо говоря, наша энергия. Куда ее лучше распределить? Либо в зданиях проходить комнаты, да, либо в хомячей яме пытаться выбивать эти призы, либо их тратить на нахождение новых предметов, да, в наших домах, чтобы улучшать именно, точнее проходить, пытаться более высокий уровень, тир там 4 и тир 4+, в зданиях, которых у нас есть. Либо пытаться уже прорваться на новые локации, там что-то захватить. И на все это нам не хватает максимально этих салаг. То есть теперь нам надо думать и вырабатывать какую-то определенную стратегию для того, чтобы наших салаг использовать для нас, в нашем понимании, в лучшем направлении, что мы хотим именно делать. Это уже переходит в какую-то экономическую стратегию. И, по крайней мере, я здесь уже залипаю не по той простой причине, что ожидаю здесь какого-то дропа. И как вы видите, здесь нет никакой кнопки airdropа, нет никакой информации, что мне здесь будут раздавать airdrop, нет никаких маркетов и тому подобное. То есть единственное, что где мы здесь можем чуть-чуть немножко пытаться заработать, это в хомячей яме у нас, получается, есть турнирчики здесь. Вот он недавно стартанул. И вот он несколько дней будет длиться, здесь можно занять на какое-то место, да, и получить какие-то награды. Я вот сейчас на 1998 месте. До этого мне там насыпали, ну, совсем немножко 50 гладиаторов, шаров гладиаторов хомячих насыпали. Так что, в принципе, как игрушечка в телефоне где-то, когда вы едете в метро, не знаю, там на работе, на обеде, на каких-то перерывах, когда идете, что-то посидеть, вот, потыкать можно, потому что очень много людей играют именно в игры на телефонах. Но почему эту телеграм-бота, этого хомяка не проронять к этой игре? Что-то интересное, есть какой-то лидерборд и шанс небольшой, чуть-чуть, маленько заработать тонны, если вы очень умный и создадите себе здесь грамотную стратегию для развития. Так что вот такие обновления у нас были в телеграм-боте Hamster Combat. А да, по поводу очков влияния, на что они влияют, да, почему вот эти цифры в 100 тысяч, все-таки эта цифра была. Переходим в нашу базу, и у нас здесь есть наша мамулька, которая нам салаг стругает. Наш самый большой и главный ресурс это салаги, она их стругает. И если мы вот здесь нажмем на вот эту вот стрелочку, то мы переходим на следующий этап, он скоро появится. И смотрите, здесь будет доступ к другому городу, хомячие шары в день плюсом дополнительно еще. Плюс еще регенерация энергии в секунду дополнительно, то есть увеличится. И все это откроется, когда у нас будет 100 тысяч очков влияния требуется. Если мы щелкнем дальше, у нас появляется еще одна наша мамаша крутая. И здесь будет также доступ к другому городу, хомячие шары в день, регенерация. То есть будет еще больше это все увеличиваться. Но здесь нужно уже 250 тысяч очков влияния. И последнее, по крайней мере, которое есть, дальше уже ничего нету. Скоро появится вот такая вот наша мать хомячачья на доступ к городу. Также все те же самые бонусы, только, наверное, в процентном соотношении будет гораздо побольше. И тут открывается после миллиона, когда мы достигнем миллиона очков влияния. Так что вот для этого нам и нужны эти очки влияния, что не просто так мы эту циферку здесь крутим, красивую, а очки влияния мы зарабатываем здесь только одним простым путем, проходя наши локации в зданиях. То есть чем больше мы проходим локации, чем больше уровень наших зданий, то есть тир 1, тир 2, тир 3, 4, тир 4+, тем больше очков влияния. И чем больше мы зданий захватываем, тем, соответственно, больше очков влияния на районе. Так что вот такие вот новости, вот такие новые обновления, новые функции в телеграм-боте Hamster King. Я вам крайне не советую тратить время на подобные боты. Вносить сюда донаты, потому что они здесь есть. Не тратьте свое время, не тратьте свои деньги. Посвятите эти деньги и это время для своей жизни, для своих близких и родных. Но если все-таки играете в Hamster King или хотите начать играть в Hamster King, не слушая мои вот эти вот рекомендации, ссылочки будут в описании, пишите в комментариях, нравятся ли вам новые функции, которые появились в хомяке, что вы думаете, напишите, может быть, стратегию, потому что у меня нет столько времени разбираться здесь сильно во всей этой стратегии. Возможно, вы мне подскажете, как мне лучше развиваться, какую вы стратегию для себя выбрали и считаете ее оптимальной в достижении более высоких результатов в этой игре. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.